Всем привет! Я Андрей Машуков, канал Подхват Мото. Подписывайтесь, если еще не с нами, здесь все честно и по делу. Сегодня разбираем тему, о которой спорят даже опытные райдеры. Торможение двигателем – это друг или враг? Одни говорят «используй всегда», бережет тормоза. Другие говорят «опасно, можно уронить байк». Кто прав? Давайте разберемся по-честному. Начнем с физики. Что вообще такое торможение двигателем? Когда ты закрываешь газ, а мотоцикл едет в передаче, двигатель начинает работать как тормоз. Поршень продолжает двигаться, пытается затянуть воздух через закрытую дроссельную заслонку, создается вакуум. Этот вакуум создает сопротивление вращению колен вала, которое через трансмиссию и цепь передается на заднее колесо. Колесо замедляется, вот и все торможение двигателем, никакой магии, чистая физика. Причем на мотоцикле этот эффект сильнее, чем в автомобиле, из-за соотношения объема двигателя и массы транспортного средства. Плюс к вакууму добавляется механическое трение внутри самого двигателя и трансмиссии. Два источника торможения одновременно, теперь, когда это твой друг. Первое – длинные спуски. Едешь с горы несколько километров, и вместо того, чтобы постоянно жать тормоз и перегревать колодки и диски, ты просто понижаешь передачу и держишь скорость двигателем. Тормозы отдыхают, перегрева нет. Это не просто удобно, это безопасно. Перегретые тормоза теряют эффективность, это называется brake fade, и на горном спуске это может стоить очень дорого. Второе – плотный городской трафик. Видишь, что поток тормозит, просто сбрасываешь газ, байк плавно замедляется, меньше работы руками, плавнее замедление, меньше износ колодок. Третье – подготовка к повороту. Опытные райдеры и гонщики используют торможение двигателем при заходе в поворот, мотоцикл замедляется и одновременно опускается в правильный оборотный диапазон для выхода из угла. Это особенно важно на треке, где каждый оборот двигателя на выходе из поворота имеет значение. Поставьте лайк, если тема полезная, это очень помогает каналу, и подписывайтесь на Подхват Мото. Теперь, когда это враг. Главная опасность торможения двигателем – это срыв заднего колеса, особенно при резком понижении передачи. Если ты слишком агрессивно скидываешь передачу, не согласуя обороты двигателя со скоростью мотоцикла, двигатель получает огромный обратный крутящий момент. Этот момент через цепь бьет в заднее колесо. Колесо начинает прыгать, читерить или вовсе блокируется. На скользкой дороге это почти гарантированное падение. На сухом асфальте очень неприятная потеря контроля. Второй момент – тормозные огни не загораются при торможении двигателем. Ты замедляешься, а водитель за тобой об этом не знает. Это реальная опасность в городе. Если используешь торможение двигателем, всегда слегка касайся тормозной ручки или педали, чтобы зажечь стоп-сигнал. Третий момент – это не замена тормозом при экстренном торможении. Двигатель тормозит плавно и медленно. Если впереди что-то случилось, жми тормоза, а не переключай передачи. Теперь про слипер сцепления, оно напрямую связано с этой темой. Слипер сцепления или back-torque limiter было придумано именно для того, чтобы справляться с опасным обратным моментом при торможении двигателем. Впервые его применили на Honda NR 500 в 1982 году в гонках Гран-при. Принцип простой. Когда заднее колесо пытается крутить двигатель быстрее, чем тот хочет вращаться, сцепление частично проскальзывает, гасит этот удар и предотвращает блокировку колеса. Сейчас слипер сцепления стоит на большинстве современных спортбайков, включая наш Kawasaki ZX 25R SE. Это реальная страховка от ошибки при резком переключении вниз. Теперь мнение человека, которого в мотоспорте знают все. Кейт Кот, основатель California Superbike School, один из самых авторитетных тренеров по технике езды в мире. В своей книге Twist of the Wrist он говорит об этом прямо. Колодки дешевле и проще менять, чем двигатель. Его позиция – тормози тормозами, не грузи двигатель лишней работой. Колодки – расходник, двигатель – нет. И с этой логикой сложно спорить, особенно если ты не гонщик, а обычный уличный райдер. Тормозные колодки стоят копейки по сравнению с ремонтом или заменой двигателя. Береги то, что дорого стоит. Повреждает ли торможение двигателем мотоцикл? Нет, если делать это правильно. Масляный насос продолжает работать независимо от положения дросселя. Смазка поступает во все узлы. Единственный риск, если ты слишком резко скидываешь передачи и загоняешь двигатель выше красной зоны. Это уже ошибка техники, а не проблема торможения двигателем как такового. Итог. Торможение двигателем – это инструмент.
Как любой инструмент, он полезен тогда, когда ты понимаешь, как им пользоваться. Плавное закрытие газа с постепенным понижением передач и согласованием оборотов – это навык, который делает тебя лучшим райдером. Резкие несогласованные переключения вниз на высокой скорости – это риск. Используй торможение двигателем на длинных спусках в трафике при подготовке к повороту. Комбинируй его с тормозами, это дает максимальный контроль. И всегда зажигай стоп-сигнал, чтобы те, кто едет за тобой, были в курсе. Напишите в комментариях, как вы используете торможение двигателем. Всегда читаю, всегда отвечаю. Подписывайтесь на Подхват Мото. Я Андрей Машуков. Езди умно. До встречи на дороге.